Меня зовут Амели Диппер, мне 17 лет. Я учусь в старшей школе Коппердейла, а это мои школьные друзья. Если вы пропустили прошлый эпизод, то вот краткое содержание. На вечеринке у бассейна Джек вовсю флиртовал со мной, а Йоланде пришлось уплыть в закат в своей огромной шляпе на надувном матрасе. Она явно не интересовала вчера Джека. Кими и Лео сдружились, и я думаю, они пойдут вместе на выпускной. Кто бы мог подумать, что нашей доброй и мечтательной рыбке Кими понравится такой расчетливый нахал, как Лео. Видимо, правду говорят, противоположности притягиваются. А Тим спровоцировал Джека на драку. И это немного подпортило впечатление от вечеринки. Но теперь мне ясно, что я им обоим не безразлична. Меня зовут Амели, а это мои дневники. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Дорогой дневник, вчера на свидании с Тимом я поняла, что сложно выглядеть сексуально, когда ты стараешься выпить бабл-ти, а шарики все время застревают в горле. Тим признался, что ему ужасно стыдно после того, что произошло на вечеринке, и он хотел бы объясниться на свидании. Он пригласил меня в милейшее и уютнейшее кафе в Ньюкресте с названием «Рыдающая лама». Весьма символично, не так ли? Он сказал, что ревность к новенькому взяла верх. Женщина, вообще-то у нас важный разговор. Вы не могли бы удалиться? Он сказал, что ревность к новенькому взяла верх. Мужчина, теперь вы? Кажется, нас не оставят в покое, пока здесь стоят свободные стулья. А если их убрать? Так, Тим, продолжай. Он сказал, что ревность к новенькому взяла верх, и он не смог сдержать свои эмоции. Особенно после того, как на вечеринке выпил больше, чем следовало. Но позже, как он сам сказал, он понял, что я ни за что не променяю такого красавчика, как он. Особенно теперь, когда он стал самым популярным парнем в школе. Я не смогла устоять перед его обаянием и даже подарила ему розу. Но его слова заставили меня задуматься. Да, Тим действительно красавчик и номер один в школе. Но его самовлюбленность немножко отталкивает. Мне кажется, он больше любит себя, чем меня. Джек же постоянно занимает мои мысли, и меня к нему очень тянет. Хотя его вспыльчивость и особое внимание к Йоланде настораживают. Кого же мне выбрать? А после свидания я узнала новость. Мои родители ждут ребенка. Я так и знала. И зачем они только ходили на этот концерт? Как говорит мой отец, пироги не пекутся, если тесто не замешано.
А замес на концерте явно удался. Родители хотят девочку, и моя мама горстями уплетает клубнику. Она вычитала в интернете, что если слушать поп-музыку и есть клубнику во время беременности, то родится девочка. Я скептически отношусь ко всяким таким теориям. Но кто знает, может, этот странный метод и сработает? Но есть и обратная сторона этой клубничной эпопеи. Мамины перепады настроения. Они уже порядком нас достали, особенно меня. Кажется, страдаем не только мы с папой, но и бедный плюшевый дракоша. Порой мне даже хочется подарить ему орден за мужество. Теперь же мама начала требовать среди ночи либо жирного, либо сырого, либо столь же странное, как играть в куклу в песочнице, как в далеком детстве. Хотя эта последняя причуда не совсем нова. Она и до беременности играла с игрушками Мии. Кстати, похоже, мы никуда не переезжаем из нашего дома. Моя мама нашла гениальное решение наших финансовых затруднений. В ботаническом саду она нашла странное экзотическое растение с плодами. Дождавшись закрытия сада, она пробралась в оранжерею и выкрала пару плодов. Нам еще крупно повезло, что мама не притащила домой семена жвачного растения. Только представлю этого монстра у нас в саду. Бррр, мурашки, похоже, бегут. Я слышала, что эти хитрые создания приманивают людей своим обманчиво аппетитным языком в виде торта, а затем безжалостно поглощают доверчивых глупцов, попавших в их коварную ловушку. Только представьте, если бы такой ужас поселился рядом с нашим домом. О спокойных прогулках возле дома можно было бы забыть навсегда. Так, здесь становится все больше людей. Надо найти более тихое место. Но вернемся к странным плодам и моей маме. Она уверяет, что это инопланетное растение, и за ним будущее. И что в этот-то раз она уж точно разбогатеет. Но это же моя мама. Она всегда была немного эксцентричной. Эти два плода выросли и дали еще плоды. И теперь у нас рядом с грядками клубники растет 3 дюжины нечто НФО. Неопознанный фруктовый объект, как было указано на табличке в ботаническом саду. И какие-то чудаки из интернета готовы за это платить. Как по мне, так это просто мерзкие слизни. Джейкоб, похоже, всерьез решил, что он маг или алхимик. После школы он часами возится с химическими экспериментами, пытаясь сварить какое-то таинственное зелье. Вот уж кто действительно достоин учиться в Бричестере. Гордость мамы и папы. А Мия, похоже, уже беспокоится о том, что будущая малышка заберет все внимание родителей. Она стала даже хуже спать по ночам, и ей снятся кошмары. Похоже, что сегодня эти любопытные зеваки так и не дадут мне спокойно закончить запись в дневнике.
Пора ехать домой. Кстати, мой велосипед я, кажется, где-то оставила. Хорошо, что у магазина всегда есть свободные велосипеды, которые можно взять на прокат. О, новый ресторан открылся. Надо будет сказать об этом отцу. Он всегда в курсе таких новинок и старается ничего не упустить. По телеку показали упавший неопознанный объект. Он потерпел крушение в пустыне Оазис Спринг, прямо у местной забегаловки. Говорят, пришельцы до сих пор не найдены и могут скрываться среди нас. Лично я считаю, что это ловкий рекламный трюк. Теперь у этой закусочной толпы туристов, чудаков, которые скупают любую дрянь, как инопланетные сувениры. Какие идиоты! Видно же, что это фейк. Но на всякий случай шапочка из фольги не помешает. Ну а мне пора закругляться, так как завтра начинается напряженная неделя перед экзаменами. Если вам понравилась эта локация, то вы можете скачать ее в галерее игры. Ссылка на автора на экране. У меня стоят не все дополнения, поэтому она немного отличается от оригинала. Всем хорошей игры и до следующих серий!